Всем привет! Вы на YouTube-канале Pop Music, и сегодня мы рассмотрим наплечный синтезатор Keytar от компании Korg RK100S2. Это модернизированный ремейк известного Keytar RK100S. Как вы видите, прекрасный деревянный корпус, слайдер. На длину всей клавиатуры, кстати, здесь 37 клавиш, они чувствительные, имеют Velocity, и также еще один слайдер, классический слайдер для Keytar, для модуляции. Итак, давайте сначала рассмотрим органы управления. Здесь у нас находится повышение-понижение октавы. На 3 октавы вверх и 3 октавы вниз. Как уже показывали и говорили, это слайд, чаще всего используемый на модуляцию. Клавиши Pitch и фильтр. Это для выбора значения вот этого длинного слайдера, который, кстати, очень клево использовать. Вот смотрите, например, я нажимаю ноту. Я также могу нажать ее здесь. Слайдер повторяет все ноты на клавиатуре. Помимо этого, допустим, играю какую-то партию, я могу остановиться на нужной мне ноте, нажать клавишу Pitch и после этого плавно отпустить ноту. Не хроматически, а именно питчем. Давайте посмотрим. Также, если мне нужно использовать фильтр, я нажимаю ноту, нажимаю клавишу фильтр, и он включается. Довольно-таки эффектно можно использовать вот этот известный прием сайдчейн, делая его рукой. Также есть небольшой дисплей, на котором мы видим различные значения. В частности, это, конечно, переключение пресетов, чтобы вы точно понимали, что выбрали нужный звук. Здесь, кстати, 200 пресетов, и с того вот известного RK100. Ну и добавлены новые различные звуки. Кстати, здесь классный звуковой движок, и клавиши действительно хорошо звучат. Вот этим джойстиком мы переключаем пресеты. Может показаться, что, конечно... Да, вот 200 пресетов, а вам надо, допустим, 158, и вот так много не нащелкаешься. Но для этого есть favorite банки. Здесь их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 штук, которые легко назначаются, и в нужный момент вы можете выбрать нужный вам звук. Это круто. Еще немного о клавишах на этом инструменте. Клавиша Tap Tempo, которая позволяет вам быстро подстроиться под играющий темп, и арпеджиатор либо LFO будет в нужном темпе. Также клавиша Arpeggio, включение-выключение, клавиша замены, точнее выбора различных параметров для ленточных контроллеров. И кнопка Shift, которая открывает дополнительные надстройки. Например, удерживая нажатую клавишу Shift и арпеджиатор, мы попадаем в настройки арпеджиатора, выбора секвенции, как она будет играть вверх, вниз, рандомно и так далее. Собственно, все. Кнопок здесь больше нету, кроме переключения режимов входящего сигнала. Здесь, кстати, да, есть входной сигнал. Вы можете подключить туда микрофон, вы можете подключить туда минус. И там есть 3 настройки по гейнам. Для линии, микрофона динамического и еще с усилением, небольшим усилением микрофона. Также... Значит, здесь есть MIDI-вход и USB-порт, и вы можете ее использовать не только как наплечный синтезатор, но и как, например, MIDI-клавиатуру. И есть еще выход на усилительную аппаратуру. Вот такой моно-джек. Работает от батареек до 8 часов. Это круто. Вот действительно, Keytar, прям как у гитары, корпус сделан из дерева. Даже можно видеть волокна этого дерева.
Это не пластик, который сделан под дерево, это реальная деревяшка. И вот такой замечательный энкодер громкости. Давайте послушаем некоторые звуки из этого инструмента. Все мы не можем поместить просто физически в этот ролик. Это будет слишком долго, нудно, вы устанете от этого. Но это, кстати, повод для того, чтобы прийти в магазин и пощупать этот инструмент, потому что он действительно приятный и классно звучит. А звуки здесь вот прям абсолютно разные и даже вот такой необычный для синтезаторов звук. Волынка. Послушаем несколько вариантов звучания бас-гитары. И живой, и электронной. И, кстати, вообще синтовые звуки, даже лиды, опуская вниз, начинают звучать как бас, потому что очень крутой звуковой движок, в котором, кстати, 2 осциллятора. И давайте послушаем сначала живую бас-гитару. И, кстати, обратите внимание, каждый раз, когда я нажимаю на клавиши, вот эти кнопки начинают светиться. И они отображают чувствительность, с которой я играю по клавишам. Это и дополнительный контроль, и, по-моему, неплохо выглядит со стороны. Ну и какой же это корг без клевых подкладов? Вот сколько помню, у меня были корги, всегда у них очень классные подклады. Рассмотрим функцию вокодера. В этом инструменте есть аудиовход, и на него 3 настройки. Первое – это линейный вход. Например, вы можете подключить телефон и запускать ваши минусовки. И 2 настройки для микрофонов. То есть обычный режим микрофонный и с предусилением. Итак, мы используем вот такую головную гарнитуру.
Что удобно, вот опять же, учитывая, что здесь мини-джек, вы, конечно, можете использовать любой микрофон, но при этом нужно будет сделать разъем на мини-джек. Гарнитура у нас от компании Stack. Она беспроводная и с передатчиком соединяется по воздуху. Также подсоединяется в этот разъем. И теперь мы можем использовать вокодер. В этом инструменте 5 пресетов вокодера. Давайте послушаем их. Раз, два, три, четыре, пять. Вот таким замечательным образом мы можем использовать вокодер. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять. И последний пресет, он кажется обычным голосом, но если мы включаем и удерживаем клавишу фильтр, то получаем разные эффекты на голос. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Раз, два, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Давайте рассмотрим работу арпеджиатора. Возьмем вот такой звук. И просто нажимаем клавишу арпеджио. Нажимаем и удерживаем клавишу Shift и арпеджиатор и попадаем в выбор проигрывания секвенсора. Это отображается на дисплее. Тут несколько режимов, как вы успели услышать. И еще что-то наподобие ленточного секвенсора, где можно пропускать некоторые части воспроизводимого. Давайте посмотрим, как это звучит. А теперь давайте запишем небольшой музыкальный отрывочек и будем использовать эти клавиши для того, чтобы создать вот такую небольшую аранжировку. Но барабаны мы не записывали, потому что здесь нету барабанных звуков. Мы взяли просто луп из Logic Pro 10. Итак, поехали, начнем с бас-гитары. Кстати, вот этот ремень, на котором весь обзор висел инструмент, идет в комплекте с синтезатором. У него очень надежные крепления. Синтезатор на нем висит как литой. И вот такой замечательный чехол от компании Korg. Тоже достаточно надежный, прочный, такой толстенький. Он тоже идет в комплекте.
В завершении этого ролика хочу сказать, что мне понравился этот инструмент. Ну, потому что он легкий, и я держал другие гитары, точнее, они висели на моей шее, и это было реально тяжело. Этот инструмент легкий, он приятный по ощущениям, так как мы уже говорили, это дерево, он легок в управлении, функционален и действительно хорошо звучит. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, не забывайте про колокольчик, и всем пока, до новых встреч. А вот если так вот тихонечко будет? Нет. Нет? А, вот так? Ну хотя бы так. Может, вот так? Странно, да? Ну давай вот так. Вот так. Выглядит как эти подтяжки. Кстати, подтяжки это клево.